Серое осеннее утро встретило Марину привычным шумом будильника. 42 года, а жизнь словно застыла в однообразном ритме. Она механически потянулась к кофеварке, размышляя о предстоящем дне, наполненном бесконечным редактированием чужих текстов. 7 лет назад она переехала в эту квартиру, спасаясь от шумного центра города. Тихий район, старый дом с высокими потолками. Все, о чем она мечтала. Но сегодня привычный порядок вещей должен был измениться. «Доброе утро, Марина Сергеевна!» — поприветствовала ее консьержка. «Доброе утро, Нина Петровна!» — привычно ответила Марина, направляясь к почтовым ящикам. Нина Петровна, работавшая в доме уже больше 20 лет, вдруг остановила ее. «Знаете, тут вчера приходил почтальон, растерянный такой. Говорит, нашел старое письмо в отделении, оно каким-то образом завалилось за сортировочный шкаф несколько лет назад. Просил передать по адресу. Среди привычных счетов и рекламных буклетов лежал конверт кремового цвета. Марина достала его и замерла. Письмо было адресовано на ее нынешний адрес, но некой Софье Андреевне. Марина решила расспросить Нину Петровну о прежних жильцах. «Софья Андреевна?» — задумалась консьержка. «Да, жила здесь такая. Прекрасная девушка была. Ее родители владели этой квартирой. Она вышла замуж за писателя, Александра Валерьевича. Только 3 года назад в аварию попала. Такая трагедия. А муж?» — спросила Марина. Говорят, он так и не смог оправиться. Переехал и пишет письма своей Софье, но никогда их не отправляет. Это его способ справляться с горем. Дорогая Софья, прошло уже 3 месяца с нашей последней встречи. Каждый день я просыпаюсь с мыслью о том, как много хотел бы тебе рассказать. Помнишь, как мы познакомились? Я тогда писал свой первый роман и часто заходил в библиотеку, где ты работала. Ты всегда находила для меня самые интересные книги. Помнишь тот день, когда я случайно опрокинул на себя чашку кофе прямо возле твоего стола? Ты так звонко смеялась, а потом помогла мне отереть пятно. С того момента я понял, что пропал. Каждый день придумывал новый повод прийти в библиотеку, только чтобы увидеть твою улыбку. Марина присела на скамейку возле дома, не в силах оторваться от письма. Каждое слово было пропитано такой искренней любовью и нежностью, что у нее защемило сердце. А помнишь наш первый поход в театр? Ты была в том синем платье, которое так красиво подчеркивало твои глаза. Я так волновался, что забыл билеты дома, и нам пришлось ехать за ними через весь город. Мы опоздали на первый акт, но ты не рассердилась. Сказала только, зато будет что вспомнить. И правда, есть что вспомнить. Каждый момент с тобой был особенным. Даже когда мы просто гуляли по парку или сидели в нашем любимом кафе на углу. Ты научила меня видеть красоту в мелочах, находить вдохновение в каждом дне. Марина улыбнулась, читая о том, как Александр однажды попытался приготовить для Софьи романтический ужин, но в итоге чуть не спалил кухню, пытаясь сделать фламбе. Я пишу эти письма каждый день, хотя знаю, что никогда не отправлю их. Это помогает мне справляться с болью твоего отсутствия. Иногда мне кажется, что ты где-то рядом, читаешь их вместе со мной и улыбаешься своей неповторимой улыбкой. Наши соседи до сих пор вспоминают, как ты превратила крышу дома в настоящий сад. Твои розы все еще цветут каждое лето, словно передавая привет от тебя. Я скучаю по тебе каждую секунду, моя любимая Софья. Ты навсегда останешься в моем сердце. Твой Александр. Марина осторожно сложила письмо и посмотрела на адрес отправителя. Александр жил всего в нескольких кварталах отсюда. Она понимала, что должна передать ему это письмо, возможно, оно поможет ему найти покой. С тяжелым сердцем она поднялась со скамейки. Это письмо — не просто случайная находка,
а настоящее сокровище, свидетельство такой глубокой и искренней любви, которая случается раз в жизни. На следующий день Марина решилась отнести письмо по адресу отправителя. Дом Александра оказался старинным особняком с небольшим палисадником. У входа росли те самые розы, о которых он писал в письме. Очевидно, он пересадил их сюда с крыши их прежнего дома. «Здравствуйте, я к Александру Валерьевичу», — произнесла Марина, когда дверь открыл высокий мужчина с добрыми глазами и сидеющими висками. «Я живу в квартире, где раньше жила Софья Андреевна. Вчера было найдено это письмо». Александр побледнел, увидев знакомый конверт. Его руки слегка дрожали, когда он принимал письмо. «Проходите, пожалуйста. Я приготовлю чай, и вы расскажете мне, как оно к вам попало». В доме Александра все дышало памятью о Софье. На стенах висели ее фотографии, на полках стояли книги с ее пометками на полях. В углу гостиной стоял старый рояль. «Софья любила музыку», — тихо произнес Александр, заметив взгляд Марины. Каждый вечер она играла Шопена. Говорила, что его ноктюрны помогают звездам светить ярче. Знаете, я ведь продолжаю писать ей письма. Каждый день. Это помогает мне чувствовать связь с ней. Иногда мне кажется, что она где-то рядом, читает их и улыбается. «Я помню этот день», — тихо произнес Александр, разглядывая конверт. «Я тогда ходил за продуктами в тот маленький ларек у почты. Должно быть, письмо выпало из кармана. Я никогда не отправлял эти письма. Они были просто способом выговориться, сохранить связь с Софьей. Даже не представляю, кто мог его отправить». Как позже выяснилось, 3 года назад Александр, купив продукты в ларьке около почты, случайно выронил одно из своих писем. Продавщица Галина Ивановна, заметив конверт с адресом, решила проявить доброту и отправила письмо, не подозревая о его личном характере. Письмо затерялось в почтовом отделении, завалившись за старый сортировочный шкаф, и было найдено только сейчас, во время генеральной уборки. «А это фото с нашей свадьбы», — Александр указал на снимок, где они с Софьей смеются, покрытые конфетти. «Наш пес тогда съел половину свадебного торта, и нам пришлось срочно заказывать новый. Софья сказала, что это к счастью, чем больше торта, тем слаще будет жизнь». Они проговорили до вечера. Александр рассказывал о Софье, о их первых встречах, о том, как она вдохновляла его на написание книг. Марина слушала, поражаясь глубине чувств этого человека. Перед уходом Марина заметила на рабочем столе Александра стопку конвертов, новые письма, которые он продолжал писать своей любимой. На каждом был указан ее старый адрес, словно он все еще надеялся, что однажды она их прочтет. Возвращаясь домой, Марина думала о том, как одно случайно найденное письмо открыло ей историю такой глубокой и настоящей любви. После той первой встречи Марина часто навещала Александра. Его дом хранил множество воспоминаний о Софье. Сначала они говорили только о Софье, о том, как она жила с родителями в квартире, где теперь живет Марина, как они с Александром познакомились в библиотеке, о их совместной жизни. Но постепенно их разговоры стали затрагивать и другие темы. «Дорогой Александр, не могу перестать думать о той истории, которую вы рассказали мне вчера. О том, как Софья учила вас видеть красоту в мелочах. Сегодня утром я впервые за долгое время остановилась полюбоваться рассветом. Знаете, она была права, мир действительно полон чудес, стоит только научиться их замечать. С уважением, Марина». Александр начал отвечать на ее письма. Сначала коротко и сдержанно, но постепенно их переписка становилась все более откровенной и глубокой. Они обменивались мыслями о литературе, искусстве, жизни. «Дорогая Марина, вчера я впервые за 3 года сел за письменный стол не для того, чтобы писать письма в прошлое.
Я начал новый роман. И знаете, что удивительно? В нем нет той горечи, которая преследовала меня все это время. Возможно, вы правы, нужно учиться отпускать, сохраняя в сердце светлую память. Искренне ваш, Александр. Однажды вечером, когда они сидели в его саду среди цветущих роз, Александр вдруг произнес: «Знаете, Марина, я думаю, Софья была бы рада, что я снова учусь жить. Она всегда говорила, что любовь должна делать нас сильнее, а не запирать в клетке прошлого». Их руки случайно соприкоснулись, и они оба почувствовали то особенное тепло, которое нельзя было объяснить просто дружеской привязанностью. В глазах Александра Марина увидела отражение своих собственных чувств, надежду, страх и зарождающуюся любовь. Софья когда-то сказала мне, что настоящая любовь — это когда ты готов отпустить человека, но он все равно возвращается, тихо произнес Александр. Я думаю, она хотела бы, чтобы я снова научился любить. Через год вышла книга Александра «Письма о любви». В нее вошли не только письма к Софье, но и новые главы о том, как любовь может возродиться из пепла потери, как два одиноких сердца могут найти друг друга, благодаря случайно найденному письму. На презентации книги Александр и Марина впервые появились вместе как пара. Когда их спросили, как началась их история, они оба улыбнулись и посмотрели друг на друга с нежностью. «Иногда самые важные письма находят своего адресата не сразу», — сказала Марина. «Но они всегда приходят вовремя». В саду их нового общего дома по-прежнему цветут розы Софьи, теперь уже как символ не только прошлой, но и новой любви. Каждое утро Марина и Александр завтракают на веранде, наблюдая за тем, как солнце медленно поднимается над городом, и каждый день становится началом новой главы их общей истории. Они научились тому, что любовь не умирает, она лишь меняет форму, как вода превращается в лед, а потом снова тает, чтобы дать жизнь новым ручьям. И что иногда нужно потерять себя, чтобы найти что-то гораздо более ценное — способность снова верить в чудеса.